Был осуждаем художниками-передвижниками, испытал несчастье в любви. Яркие картины и непростая судьба Василия Поленова. Василий Поленов. Годы жизни 1844-1927. Русский художник, мастер лирического пейзажа и пейзажа настроения. Его картины яркие, красочные, для них характерно избыток воздуха и света. Они словно бы озарены солнечным светом, создают радостное настроение, как знаменитое полотно «Московский дворик». Тут мастерство колориста Поленова проявляется в полной мере. Он отказался от привычной для русской живописи XIX века коричневой гаммы в пользу ярких и чистых цветов. Результат потрясающий. Картина впервые была представлена на выставке передвижников, и Поленов поначалу даже извинялся за нее, поскольку не смог предъявить, по его мнению, что-либо более значительное. Но картина понравилась всем, ее приобрел Павел Третьяков. И это было своеобразным признанием качества. Московский дворик много раз копировался на всевозможных открытках и марках, стал настоящей визитной карточкой старой патриархальной Москвы, где золото куполов соседствует со старыми домами, полуразвалившимися, типично деревенскими сараями. Возможно, именно сочетание деревенской идиллии и красоты стоящих неподалеку церквей и привлекает в этой картине. Кстати, сам Поленов много работал над созданием стойких красок, способных не тускнеть со временем. В результате почти все полотна Поленова отлично сохранились. Это не лунная ночь на Днепре Архипа Куинджи, которая вскоре потускнела после того, как побывала в морском путешествии, в которое ее взял великий князь Константин Константинович. В 1871 году произошло невиданное. 5 выпускникам Академии художеств были вручены золотые медали и право на пансионерскую поездку. Вот только нужно было выбрать кого-либо одного лучшего, а не 5. Оказывается, великий князь Владимир Александрович просто не знал об этом. Но слово великого князя не воробей, потому и всем 5, в том числе Илье Репину и Василию Поленову, оплатили пансионерскую поездку. Но на торжественном банкете великий князь подошел для поздравления только к родителям Поленова, проигнорировав прочих художников. Прочим выпускникам Академии подобное отношение очень не понравилось. Крамской заявлял Репину относительно Поленова: «Этот барин с нерусской душой, ему лучше бы оставаться где-нибудь за границей и писать там». Даже критик Стасов был схожего мнения. Тот всерьез доказывал Поленову: «У вас склад души не русский, поселитесь где-нибудь в Париже или Берлине и пишите там». Вот только творчество Поленова и вся его жизнь подобные утверждения опровергало. Да, он был аристократом из хорошей семьи, и художником ему во многом было предопределено стать. Но в этом ли вина Поленова? Лучшие свои картины он написал именно в России, открыв для русской живописи совершенно удивительный жанр интимного пейзажа. Сам Поленов был из хорошей семьи. Отец работал дипломатом в Греции. Мама тонко чувствовала искусство и даже сама писала акварели. Особое впечатление на Поленова уже в подростковом возрасте произвела картина Александра Иванова «Явление Христа народу». Он несколько раз ходил ее смотреть, а впоследствии написал цикл картин на библейскую тему. Поленов был выдающимся колористом. Все его картины настолько яркие, что иногда покупатели в художественных лавках требовали такие же краски, как на картинах Поленова. Вот только их там не было, все краски Поленов создавал сам. Он был настоящим экспериментатором, изучал химию красок, их сочетания, особенности положения на холсте и делился секретами со своими учениками в Московском училище живописи и ваяния, в том числе с Константином Коровиным и Исааком Левитаном. Картины Поленова иногда называют предшественниками русского импрессионизма. Никто никогда до него не писал столь ярко, не было в полотнах так много света и воздуха, и этим они особенно ценны. В любви Поленов был несчастен, хотя и вел себя как истинный аристократ. Впервые по-настоящему он влюбился, когда ему было 30 лет, в очаровательную 18-летнюю девушку Марусю Оболенскую. Она планировала стать оперной певицей и имела все возможности для этого – чистый голос и немалый талант. Вот только это была любовь на расстоянии, закончившаяся несчастно.
Он так и не сделал ей предложение, Маруся заболела, а врачи по грубой ошибке вкололи ей прививку от оспы, от которой она не смогла оправиться. Впоследствии Поленов напишет удивительно трагическую картину «Больная», в которой отразит все свои чувства после потери Маруси и любимой сестры Веры. Была еще одна любовь – Мария Клементьева. С ней Поленов познакомился в поезде, и она напоминала его первую возлюбленную Марусю Оболенскую. Какой она должна была стать – известная оперная певица и разбивательница сердец. Поленов влюбился, но Клементьева не пыталась ответить взаимностью, она словно играла с художником, не делая явного отказа, но и не приближая к себе. Ей просто льстило, что за ней ухаживает известный аристократ и художник Василий Поленов. Кстати, подобную интрижку она впоследствии затеяла и с писателем Антоном Чеховым, словно этой роковой женщине чувство русских классиков лишь возможность продемонстрировать пустое тщеславие и потешить собственное эго. Поленов уехал за границу, а когда вернулся, то узнал, что Клементьева выскочила замуж за адвоката. Брак оказался несчастным, а она с горя стала часто выпивать и играть в карты. Воистину, не такая женщина была нужна Поленову. Поленов уехал к своему другу Саве Мамонтову в усадьбу Абрамцева. Оформлял вместе с Репиным и Васнецовым Абрамцевскую церковь, удивительный храм Спаса Нерукотворного. Именно там в него влюбилась Наташа Якунчикова, которая была на 14 лет моложе Поленова. Тот ответил взаимностью, и молодожены одни из первых обвенчались в новой Абрамцевской церкви. Супруги переехали в усадьбу Барок неподалеку от Тарусы и жили там. Наталья родила 6 детей, воспитывала их, а Поленов делал все возможное, чтобы жизнь окрестных христиан хотя бы отчасти напоминала созданные им яркие и красочные полотна. Он нанимал на свои деньги учителей, организовывал диораму собственных картин, чтобы никуда не выезжающие крестьяне могли приобщиться к искусству и получить хоть какое-то представление о кругосветном путешествии. Создавал отличный народный театр. Он не был революционером, проповедовал теорию малых дел. Он принес куда больше пользы для простых людей, чем все народники вместе взятые. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.